Всем привет! Предлагаю обзор модели российского палубного истребителя Су-33 в 48 масштабе. Это разработка 2015 года, выпускаемая фирмой Kinetic. Каталожный номер К48062. На момент середины 2020 года модель не имеет аналогов на рынке. Итак, за свои немаленькие кровные мы получаем достаточно большую, красивую синюю коробку с хорошей полиграфией. На коробке размещена краткая информация по прототипу и комплекту для сборки. Из более чем 320 деталей нам предлагается собрать нехилую такую колбасу длиной 457 и шириной 306 мм. В качестве компенсации за наши траты производитель обещает нам супер детализованные сопла двигателей, кабину пилота, ниши шасси, а также опционально сложенные крылья и ракеты, выполненные единой деталью. Здесь же располагаются рендеры собранной и неокрашенной модели, а также цветные профили разных прототипов. Для окраски предлагают использовать ганзу, однако предложенные варианты вроде как не точны и отличаются от реальных, так что решение, чем красить, остается за вами. Теперь разберемся с содержимым. Коробка набита содержимым, как банка с селедкой. Свободного места вообще нет. Каждый литник упакован в отдельный пакет. В комплекте инструкция, фототравление, декали фирмы Картограф и две аккуратных коробки, о которых позднее. Инструкция выполнена в форме черно-белой книжки. Схематически изображены этапы сборки. Полиграфия хорошая, но есть нюанс. Если верить форумам и коллегам-моделистам, по инструкции не всегда ясно, что и куда клеить, так что фотообзоры в помощь. В конце инструкции располагается схема окраски самолета и пустые белые листы. На первом развороте схематический перечень литников с их кратким описанием и номерами. Тут же таблица используемых красок с номерами для разных производителей. Погнали смотреть литники. На первых двух расположены половинки фюзеляжа, а также некоторые элементы оперения и створок шасси. Детализация на модели на первый взгляд отличная. Присутствует и клепка, и внутренняя расшивка, и выпуклые элементы. Короче, все красиво. На внутренней части верхней половины фюзеляжа мы видим имитацию проводки на месте ниш основных шасси, а также элементы механизации складывания крыльев. А вот и нижняя половинка. В целом на модели присутствуют минимальные дефекты литья, которые легко и быстро устраняются. Это гондолы двигателей. Заднее горизонтальное оперение. Рассмотрим еще некоторые литники. Качество литья и детализация позволяют нам не использовать в сборке дополнительные наборы. Взгляните, например, на качество приборной панели или задней стенки кабины, или боковых панелей кабины. Короче, тут есть за что глазу зацепиться. А это части передней ниши шасси. Неплохо, да?
Останавливаться на каждом леднике подробно я не буду, просто взглянем еще на несколько деталей. Вот воздухозаборник. Хорошая новость, то что воздухозаборники даны единой деталью. А вот стыкуемость с корпусом – это вопрос. И ответит на него только дальнейшая сборка. Колеса с отличной проработкой, выполнены под нагрузкой. На примере передней стойки шасси мы видим небольшой шов от сдвига пресс-форм, а вот имитации проводки гидравлики нет. Та же ситуация и с задними стойками шасси. Ну и остальные литники, которые я не стал распаковывать. Декаль в наборе выполнена фирмой Картограф, позволяет собрать любой из существующих бортов. Подложки практически не видно. Техничка присутствует не вся, но ее много. Эмблемы 1 и 2 эскадрильи 279-го отдельного корабельного истребительного авиаполка. Фототравление в комплекте содержит элементы сопла двигателей, различные решетки и разную мелочевку. Совсем неплохо. А это у нас литник с прозрачными деталями. Все так же чистенько, аккуратненько, но присутствует шов, который придется убирать. В остальном претензий к остеклению нет. А вот и те самые обещанные коробки. Взглянем, что в них. В той, что поменьше, находится два литника с деталями сопла двигателей. Все аккуратненько убрано в специальные ниши, дабы не поломаться. А не поломаться вот почему. Такую толщину стенок на соплах двигателей я видел только в смоле. Такую детализацию тоже. В коробке побольше упакованы 6 ракет, выполненных отдельными деталями. Это 2 ракеты Р-73 и по 2 ракеты двух модификаций Р-27. Ракеты выполнены превосходно, и даже толщина оперения не вызывает нареканий. Но бдительность терять не стоит, потому что небольшой шов все же присутствует. А это дополнение, которое я буду использовать в сборке модели. Во-первых, это лестница, так как буду строить самолет в открытом виде. Набор для академовской УБшки, но лестница типовая, нам сгодится. Во-вторых, колеса от компании Armory. Не факт, что использую их, в процессе будет ясно. От китихоковского Як-130 использую фигурку пилота. Конечно же, бегемотовские наборы декалей Су-33 в серии и технические надписи на семейство Су-27. Ну и эдуардовский Big Ed. Куда ж без него? Набор содержит маски, фототравление для экстерьера и интерьера. Неприятный момент то, что Эдуард накосячил с цветом приборных досок и ремней. Придется перекрашивать. А это для сравнения травления из комплекта снизу и Эдуард сверху с примерно одинаковым содержимым.
А на этом все. Ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. До новых встреч!